сколько иудиных ушей может подарить один ствол черной бузины. Это самый богатый ствол, который я когда-либо встречала. Обалдеть. А вот второй лежит. И тоже просто свежайшие, идеальные уши. А еще в таком вот маленьком количестве фламулина. Почему-то я встречаю всегда только лишь мало. Нет огромных гроздьев. Ну, я их тоже соберу. Может быть, еще встречу. Такие маленькие, но они такие вкусненькие, они такие сладенькие. Ах, а здесь вот крошечная растет. Хорошее бревно, нужно его запомнить. Нашла ее лежащей на земле. Может быть, какие-то кабаны ее свалили. Такая вот она желейная дрожалка. А вот гриб, также напоминающий иудины уши, но на самом деле это эксидия железистая, или еще его называют ведьмино масло. И он не ядовитый, но он несъедобный, но он невкусный. Так что не перепутайте. Растет на стволах лиственных деревьев. Ольха, орех и что-то еще не помню. Под этим стволом даже эти старые хлопушки сохранились и растут вместе с ушами. А вот такой старый, большой, но уже старый. А вот я соберу. Просто огромное количество сегодня. И вот еще растущее ухо. И не одно. И даже вот из таких трещин оно растет прямо на земле. Вот такие огромные уши. И вот здесь. Обратила внимание на этот гриб, тоже который похож немного чем-то своей консистенцией на иудины уши, но на самом деле это дрожалка лиственная, и она паразитирует на других древесных грибах. Она не ядовитая, но она и невкусная. Так что лучше ее не собирать. Просто на стволе, который лежит на земле. Первый раз встречаю такую кучерявую. А это незаметное желе, это тоже гриб. Это, скорее всего, эксидия пузырчатая. Ну и, конечно же, дорогая дрожалка оранжевая. Ну, и здесь опять это ведьмино масло. Такой маленький остаток гнезда. Удивительно, кто такое вьет, потому что это очень опасно.
Кажется, в таком месте, недалеко от земли, такой маленький, незащищенный, не маленькое, маленькое незащищенное гнездо. А вот как кто-то обработал ствол. Дятел. Я не знаю, в общем, может ли дятел так обрабатывать. Не, ну, интересно. До самого-самого низа. С этим у меня еще такие ассоциации, как будто бы это клавиши пианино. Умирающий, точнее уже умерший, половина ствола умершая. Такой гигантский бук. Жизнь леса. Оно же выглядит как камень, как будто бы как скалы какие-то. Все подвержено переработке. И грибы, и насекомые, и птицы стараются. И даже здесь какие-то грибы росли. Наверное, съеденные. А с этой стороны оно живое. И там наверху вот какой-то клочок грибов. Рядом с ним бревно, скорее всего. Бук, не знаю точно. И уже очень старый, умерший. Скорее всего, это вешенка. Она растет на этом виде деревьев. По маленьким можно понять, что это именно она. Звуки немецкого карнавала. Сказочный сук. Сколько раз уже встречаю такие старые грибы. Получается, вешенка, она декабрьская, ноябрьская, декабрьская. И, может быть, немного январская. А потом она уже не растет. Почему мне так нравятся такие вот детали? Я вот, когда не встречаю единоличников, у меня такое ощущение, что только мне вот это вот все. У меня такое вызывает восторг. Такие, как оно все устроено. Просто слоями. Как это все прекрасно и красиво. Вот такие текстуры. Нашла вот такой вот замороженный гриб. Как будто бы похож на иудино ухо, но, скорее всего, это эксидия сжатая. И это тоже гриб семейства, хоть бы произнести с первого раза, аурикуляриевые. В общем, полностью замороженный. Я его, конечно, брать не буду, потому что я не знаю, что это такое. Ну, скорее всего, это эксидия. И такой вот вид березы, которая не наша классическая, а какая-то желтая. Ну, она уже мертвая. Так что такое вот царство мороза в феврале. Я смею полагать, что вот эти вот следы замороженные, когда вся ветка без них и тоже такой участок, это, скорее всего, след гриба ледяные волосы. Вот почему-то я так думаю. Какая встреча. Свежий и молодой чубчик. Просто свежайший мох. Это он после оттепели проснулся.
замороженная. Какой необычный зеленый цвет. Точнее, он-то может быть и обычный, но необычный для природы. Как будто бы краски, сделанные человеком. А это следы оленя. Я когда нахожу такие норы, так называемые, у меня всегда всплывает вопрос, живет ли в них какой-нибудь бешеный хорек. Но такое ощущение, что они вообще необитаемые, потому что обычно тогда возле норы должны быть какие-то следы жизнедеятельности. А это дерево прямо какая-то пизанская башня, полунаклоненная. Такое дерево с такими наростами. Я так полагаю, что это бук. Бук бывает и с такими стволами негладкими. И я узнала, что эти наросты называются капы. И они появляются, когда ствол нарушается какими-то внешними вмешательствами или насекомыми, или грибками. И они выглядят как бородавки. Такой высокий-высокий дуб, и только на самом кончике ветки очень длинный. Ага, и вот эти вот штуки очень ценятся у людей, которые обрабатывают дерево для того, чтобы изготовить какие-то штуки из дерева, в общем. А вот еще свежий мох. Такая красота. Целый месяц было так мрачно. Никакой яркой зелени. Он настолько яркий. Какие они там беленькие. И несмотря на то, что все еще выглядит мрачным и бесцветным, несмотря на то, что сегодня передают снег, но воздух уже изменился. Уже однозначно пахнет весной. А вот и подтверждение моим словам, что весна уже на носу. Возле дома обнаружила луковичные, которые готовы уже цвести. Вот такая вот сила и жажда жизни, что даже будучи не в земле, после морозов эти луковицы выпускают свои зеленые листья. Я их взвесила, и получилось 250 грамм. Очень вкусные. Буду сейчас готовить просто с маслом сливочным и немного соли в конце. Такие формы необычные. А вот так я их готовлю. Просто кусок масла. Вот они уже начали издавать смешные звуки и подпрыгивать. И это только начало. Вообще они вылетают из сковородки, прямо выпрыгивают. Если увеличить огонь, то начинается их бомбардирование. И они так пахнут, как какое-нибудь вишневое дерево, какое-нибудь очень вкусное дерево с плодами. Это самые громкие грибы, которые, наверное, существуют. И в самом конце их нужно будет посолить. А при нагревании, то есть их не нужно зажаривать, но нужно хорошо, чтобы они прогрелись. Они практически не уменьшаются в объеме и сохраняют свою такую хрустящую, упругую текстуру.